Глава 1656. Повторное использование первозданной Ци меча. Когда все огненные облака в окрестностях наконец исчезли, Цзючу превратился в то, что казалось массивным куском алого опаляющего железа. Все его тело было полупрозрачным и излучало пронзительный огненный свет, пока оно висело в воздухе, как палящее багровое солнце. Из-за знойной температуры, исходящей от его тела, вся территория в радиусе нескольких километров казалась раскаленной печью, а в такой непосредственной близости температура вокруг Ханьли была еще более ошеломляющей. Даже воздух начал шипеть, и все вокруг стало размытым и искаженным. Большинство низко- и среднеранговых культиваторов, скорее всего, уже были бы сожжены в никуда от этих палящих температур, и даже их души были бы сожжены дотла. Однако Ханьли просто нахмурил брови в ответ на его текущее окружение и положил руку на макушку своей головы. Слой серебряного пламени мгновенно вырвался из макушки его головы, устремившись к его ногам и окутав все его тело. Палящая температура в окрестностях превратилась в серебряное пламя, как если бы оно было магнитом для тепла, и область в радиусе более 100 футов вокруг Ханьли снова стала прохладной и освежающей. Ханьли стоял на месте, скрестив руки на груди, немигающим взглядом оценивая гигантскую алую жабу впереди с чрезвычайно спокойным выражением лица. Однако на самом деле он не чувствовал себя таким спокойным и уверенным, как выглядел. Духовная сила элемента огня обладала некоторыми свойствами, которые делали ее весьма мощной против дьявольских сил, поэтому было крайне редко увидеть дьявольского зверя с чистой способностью элемента огня, не говоря уже о высокоранговом дьявольском звере, отточившем свое владение огнем духовную силу в такой поразительной степени. Даже в этом случае одной такой способности было недостаточно, чтобы угрожать ему. Помня об этом, Ханьли внутренне холодно усмехнулся, а затем внезапно потер руки и снова развел их. Раздался громкий грохочущий звук, и вокруг его тела появился слой дуг золотых молний. Эти дуги молний постепенно становились толще и в безумстве распространялись вокруг него во всех направлениях. Таким образом, была сформирована массивная сферическая сеть Хань-Ли в самом ее центре. В то же время Хань-Ли перевернул обе руки так, чтобы его ладони были обращены вверх, и с его ладоней вырвалась серия рун, мерцающих золотым светом, а затем исчезла в сети молний в окрестностях. Затем последовала удивительная сцена. В тот момент, когда руны исчезли в дуге молнии, последняя внезапно раскололась среди вспышек золотого света, а затем снова слилась во вспышки. Таким образом, вокруг тела Ханьли образовался золотой нимб диаметром в несколько десятков футов, а тело Ханьли было довольно расплывчатым и нечетким. Затем он начал произносить какое-то заклинание, и ореол стал вращаться вокруг него, а руны в окрестностях начали издавать звонкий звук, который быстро стал довольно пронзительным и неприятным для ушей. Раздался оглушительный раскат грома, и показалось тело Ханьли, и он скрепил ладонь одной рукой, в то время как мерцающий золотой шар парил в футе над ладонью его другой руки. Шар был совершенно тусклым и невзрачным, словно это было какое-то обычное сокровище. Тем не менее, Цзючу сразу понял, что это было, и воскликнул: «Это техника божественной дьявольской молнии». Ханьли холодно хмыкнул, двигая 5 пальцами руки, находившиеся под золотым шаром, и мяч немедленно начал вращаться, словно Ханьли собирался выпустить его в любой момент. Цзючу планировал собрать больше энергии, чтобы подготовить чрезвычайно мощную секретную технику, но его выражение резко изменилось при виде этого. Ему не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от своих первоначальных планов, и он несся по воздуху, устремляясь вниз, как столб раскаленного пламени. Губы Ханьли дрогнули, увидев это, и золотой шар в его руке исчез в мгновение ока. Затем он внезапно бросился обратно в отступление, и во вспышке яркого лазурного света в воздухе появились цветки лотоса. Ханьли шагнул назад на один из цветков лотоса, казалось бы, небрежно, и внезапно исчез. Столб пламени ударил по лазурному цветку лотоса с оглушительным грохотом, только последний был полностью уничтожен, не оказав никакого сопротивления, но багровое пламя продолжало двигаться вперед, растворяясь в лазурном свете, как замок из песка во время прилива. Столб пламени взорвался, образовав море огня, которое занимало площадь около акра, и огромная жаба снова появилась среди вспышки красного света. Его глаза все еще были плотно закрыты, но серая бусина на глобеле с удивлением оценивала пятнышки лазурного света впереди.
Внезапно из окружающего пространства раздался голос Хань Ли. «Тебе не уйти. Попробуй на вкус мою проекцию меча весенней зари». Как только его голос затих, духовный свет вспыхнул в окружающем воздухе в радиусе более 1000 футов, и появился лазурный световой барьер, охвативший все море пламени внутри. Цзючи уже почувствовал, что что-то не так, и, увидев это, сразу же издал громовой рев, выбив изо рта красный столб света. Столб света ударил в лазурный световой барьер и легко пробил его, но затем бесследно исчез. При виде этого серый свет закрутился внутри бусины на глобеле Цзючу, и он поднял одну из своих передних конечностей, проведя ею по воздуху вдалеке. Раздался раскат грома, и огромное пространство красного света вырвалось из его передней конечности. Затем свет сформировал массивную ногу с багровыми перепонками, которая со свирепой мощью врезалась в световой барьер. Проекция была невероятно мощной, оставляя за собой несколько полос красного света, и прорвалась через большую часть лазурного светового барьера. Однако за световым барьером лежало огромное пространство угольно-черной тьмы, которое, казалось, простиралось на неизмеримое расстояние. Цзючу сразу же без колебаний выпустил еще несколько проекций в то же место, и яркий лазурный свет внезапно вспыхнул, и бесчисленные лазурные цветки лотоса внезапно появились впереди. Всего за несколько вспышек этих цветков лотоса заняли все пространства, и красная проекция мгновенно погрузились в них, словно они растворились в зыбучих песках. Увидев это, на лице Цзючу появилось шокированное выражение, и его передняя малиновая конечность мгновенно увеличилась в несколько раз от своего первоначального размера, а затем внезапно раскололась на фоне гудения. Затем появился мерцающий красный ореол и вылетел наружу, мгновенно увеличившись до более чем 100 футов в размере под громкие удары, похожие на раскаты грома. Все лазурные цветки лотоса, соприкасавшиеся с этим ореолом, мгновенно превратились в ничто. Таким образом, красный ореол продолжал двигаться вперед, словно собирался уничтожить все лазурные цветки лотоса поблизости. Однако прямо в этот момент в воздухе над красным ореолом внезапно вспыхнуло серебряное пламя, вслед за которым появился серебряный огненный ворон размером около фута. Огненный ворон расправил крылья и нырнул головой вперед в красный ореол, и тот весь задрожал, а из самого центра раздался странный треск. Сразу после этого красный ореол начал уменьшаться с угрожающей скоростью, за считанные секунды вернувшись к размеру всего в несколько футов. В конце концов красный свет погас, и снова появился серебряный огненный ворон. Поглотив последнюю струйку остаточного красного света в воздухе, огненный ворон поднял голову и испустил торжествующий крик, а затем тут же рассыпался на частички серебряного пламени с глухим ударом. Цзючу пришел в ярость, увидев это, и издал низкий рев, а затем резко взмахнул угольно-черными крыльями. Внезапно в окрестностях поднялись порывы черных дьявольских ветров, и яростные ветры начали кружиться вокруг гигантской жабы. Всего за несколько вдохов порывы ветра стали чрезвычайно яростными. В то же время Цзючу начал что-то повторять, и пламя охватило его массивное тело. Пламя раздували ураганные ветры, объединившись в одно, образуя невероятный столб из черных ветров и красного пламени, взорвавшийся в небеса. Но это был не конец. После того, как гигантская жаба перестала петь, она внезапно открыла пасть и выпустила пурпурный летающий меч. Летающий меч качнулся и превратился в бесчисленные тонкие лезвия размером с ладонь, которые во вспышке исчезли в столбе огня и ветра. Сразу после этого из черно-красной колонны раздался резкий звон, и на ее поверхности внезапно появились бесчисленные полоски пурпурного света. Затем эти полосы света быстро расширялись, и казалось, будто столб ветра и огня с каждой секундой становился толще. Тем временем Хань Ли стоял у формации мечей весеннего рассвета, делая печать заклинания одной рукой, и бесчисленные пятнышки пятицветного света сходились со всех сторон. Эти пятнышки света затем в безумии устремились к лазурному световому барьеру, и пятицветный свет, образованный из первозданной мирской ци, казалось, простирался так далеко, насколько могли видеть глаза во всех направлениях. Хань Ли в меру своих способностей привлек всю первозданную мирскую ци из близлежащей местности к этому месту, и в этот момент холодный свет вспыхнул в его глазах, когда он сделал еще одну ручную печать. В формации мечей сразу же произошла странная сцена. Световой барьер в воздухе наверху слегка размылся,
из него внезапно выросло перевернутое растение, похожее на виноградную лозу. Появившись, растение было всего несколько дюймов в размере, но за несколько мгновений оно резко увеличилось до 10 футов в длину. Кроме того, оно быстро росло цветами и плодоносил, материализовав яркую зеленую тыкву в мгновение ока. Прямо в этот момент бесчисленные лазурные цветки лотоса проявились из-за окружающего светового барьера, и все эти цветы расцвели в унисон, а затем из них вырвались мечи, каждый примерно на дюйм длиной. Когда проекции мечей исчезли в тыкве в обильном потоке, на поверхности тыквы внезапно появился очень слабый лазурный знак. Однако по мере того, как огромный поток пятицветного света продолжал проникать в световой барьер, затем в тыкву вдоль виноградной лозы, с которой он свисал, знаки различия меча становились все яснее и яснее, мигая пятицветным светом. Это была не что иное, как козырная способность, которую Хань Ли смог раскрыть с помощью формации мечей весеннего рассвета, меч первозданной мирской ци. Только после того, как он собрал огромное количество мировой ци, он едва ли смог развязать эту мощную способность, и именно поэтому он не использовал ни одну из иллюзорных техник формации меча, вместо этого решив полностью сосредоточиться на сборе первозданной мирской ци. Он уже был готов к тому, что его противник возьмет часть мирской ци, собранную для использования в своих атаках, но, к его большому удивлению, гигантская жаба просто сосредоточилась на разработке своих собственных способностей, не обращая внимания на мирскую ци, которую он собирал. Таким образом, меч первозданной мирской ци проявился чрезвычайно плавно, а непрерывный приток ци гарантировал его быстрый рост. В этот момент Цзючу также почувствовал изобилие первозданной мирской ци за пределами формации меча и был ошеломлен сценами, разворачивающимися перед его глазами. Однако он также воспользовался этой возможностью, чтобы закончить подготовку своей секретной техники. Таким образом, он внезапно издал низкий крик и указал рукой в воздух. Однако прямо в этот момент голос Хань Ли внезапно раздался в формации мечей, и он произнес только одно слово. «Руби». Тыква опрокинулась, и свет закрутился из ее отверстия, а изнутри во вспышке вырвался световой меч. Меч был около фута в длину и сиял пятицветным духовным светом. Глава 1657. Три дьявола. Пятицветный меч медленно спустился сверху, и Цзючу сразу же почувствовал дурное предчувствие при виде его. Таким образом, он запустил перед собой черно-красный столб в воздух в ответ, и когда силы ветра и огня поднялись вверх, воздух с громким жужжанием сильно закрутился и искривился, словно все пространство вот-вот должно было взорваться. Столб ветра и огня в мгновение охватил пятицветный меч света, и пурпурный свет беспорядочно вспыхнул, а внутри столба разразился оглушительный взрыв. Весь световой барьер, образованный формацией меча, яростно дрожал, словно мог расколоться в любой момент. Выражение лица Цзючу смягчилось, и на его лице появилась улыбка. Он активировал весь скрытый потенциал в этом теле, а затем использовал силу духовной бусины на глобелле гигантской жабы, чтобы развязать эту разрушительную атаку, поэтому не было никакого способа, чтобы эта формация меча могла противостоять ей. Даже если бы его истинное тело было здесь, оно определенно не захотело бы столкнуться с этой атакой. Однако улыбка только появилась на лице гигантской жабы, как выражение ее лица внезапно застыло. Внезапно из столба ветра и огня раздался чистый звонкий звук, после чего он каким-то образом рассекся пополам. Вспыхнул пятицветный духовный свет, и изнутри вырвался массивный меч света. Все силы ветра и огня поблизости, казалось, были поражены невероятной силой, и все они рассеялись, чтобы раскрыть весь гигантский меч. Пятицветный меч повернулся к гигантской жабе, затем нанес нежный удар, который был совершенно беззвучным и, казалось бы, безвредным. Однако серая бусина на глобеле Цзючу внезапно раскололась. Невозможно. Цзючу издал леденящий кровь крик, и его глаза впервые распахнулись. Его зрачки были полностью алыми, из глаз текла кровь. В следующее мгновение огромное тело гигантской жабы без всякого предупреждения разделилось на две половины, когда из ее тела в бешенстве вырвалась волна багрового пламени, а затем затопила его морем красного пламени. Останки гигантской жабы мгновенно превратились в ничто, а колоссальное существо исчезло в мгновение ока. Огромная жаба была совершенно бессильна перед мечом первозданной ци,
и даже ее душе не удалось сбежать. Вверху вспыхнул лазурный свет, и в формации меча появился Хан Ли. Он взглянул на раскаленное пламя, горящее внизу, и тяжело вздохнул. Как и ожидалось, использование силы неба и земли может создать гораздо более мощные атаки, чем любая обычная секретная техника. Если бы не тот факт, что в этом дьявольском проходе Ци просто не было достаточного количества первозданной мирской Ци, этого меча первозданной Ци, скорее всего, было бы достаточно, чтобы убить и дьявольскую обезьяну. В этом случае мне не пришлось бы сильно ослаблять мою проекцию истинного дьявола, используя это высшее небесное сокровище, пробормотал Хань Ли с несчастным выражением на лице. Затем он бросил взгляд на море пламени под ногами и, внезапно приподняв веко, сделал хватательное движение. Предмет вылетел из огненного моря и в мгновение ока оказался у него в руках. Это был бледно-голубой мешочек с начертанными на нем несколькими типами различных мерцающих рун, что указывало на то, что это был необычный объект. Это сумка для хранения. На лице Хань Ли появился намек на удивление. После краткого размышления рука, державшая этот мешочек, внезапно стала угольно-черной, и из его ладони начали вырываться вспышки серого света. Мешочек был плотно окутан серым светом, после чего он поднял другую руку, наложив на него печать заклинания. Синий мешочек беспорядочно задрожал, а затем из его отверстия вырвался духовный свет, и он медленно открылся изнутри. Сразу после этого изнутри вырвался шар синего света и попытался скрыться. Однако Хань Ли был готов к этому, поэтому он определенно не собирался позволять этому уйти. С холодным хмыканием серый свет резко вырвался из его руки, устремившись к световому шару, и полностью захватил его. Серый и синий свет на мгновение переплелись, и шар света вернулся к своей истинной форме, которая была мерцающей и полупрозрачной голубой бусиной. Бусина была размером с человеческий большой палец, и вокруг нее кружился синий свет. Это внутреннее ядро. Хань Ли направил свое духовное чутье на объект, будучи довольно ошеломленным. Нет, но это тоже не сокровище. Хань Ли потянул бусину обратно к себе, поймав ее между пальцами, поднес к глазам для более внимательного изучения. Однако он так и не понял, что это был за объект. Изучу его позже, когда у меня будет время. Как можно скорее выбраться отсюда — мой главный приоритет, пробормотал Хань Ли про себя, перевернув руку, чтобы достать нефритовый ящик, куда он и поместил бусину. После этого он посмотрел на малиновое пламя, которое все еще горело внизу, и выражение его лица немного изменилось. Внезапно из лазурного светового барьера наверху вспыхнул серебряный свет, и огненный ворон вырвался вперед, нырнув головой в море пламени. Огромный простор палящего пламени был полностью поглощен серебряным огненным вороном в мгновение ока, после чего он поднял голову и издал восторженный крик. Затем он расправил крылья и полетел к Хань Ли, исчезнув в его теле. После этого Хань Ли сделал печать заклинания, и лазурный световой барьер исчез, а на его месте появилось несколько десятков лазурных цветков лотоса. Эти цветы вращались на месте, а затем снова превратились в 72 маленьких лазурных меча. Тело Хань Ли качнулось, и он полетел по воздуху полоской лазурного света, собирая при этом все летающие мечи. После этого он продолжил движение и улетел вдаль. Между тем, внутри грандиозного дворца в глубине некой массивной горы в золотых горных дьявольских хребтах два человека стояли бок о бок перед огромными черными воротами. В тот момент, когда Цзючу был убит, выражение лица мужчины в лазурных одеждах среди этих двоих внезапно значительно потемнело. «Что-то не так, брат Тие?» — спросил человек в малиновой мантии рядом с ним. «Не совсем. Просто один из моих аватаров был уничтожен», — честно ответил мужчина в лазурных одеждах. В этот момент пожилой мужчина, окутанный серебристым светом, внезапно вмешался поблизости. «Аватар? Это тот, которого ты усовершенствовал с помощью бусины дьявольской кости». Человек в лазурном одеянии, похоже, недолюбливал пожилого мужчину, фальшиво улыбнувшись, сказал: «Хе-хе, ты действительно много знаешь обо мне, брат Дуоянь». Если бусина дьявольской кости должна быть использована на подходящем хозяине, аватар должен быть в состоянии развязать не менее 30% твоих способностей.
В золотых горных дьявольских хребтах не должно быть много подобных существ, кроме нас троих, способные уничтожить такой могущественный аватар, невинно продолжил старик в серебряной мантии. Это не обязательно так. Ты забыл, когда мы впервые перешли в мир духов со священным предком, было еще одно существо с тем же уровнем культивации, которое также было телепортировано сюда. Эта дьявольская обезьяна не менее сильна, чем мы трое, напомнил мужчина в малиновой мантии. Эта дьявольская обезьяна украла сегмент высшего небесного клинка, за которым священный предок приказал нам присматривать. Она не осмелилась бы снова появиться в этом месте, холодно хмыкнул человек в серебряной мантии. Я не был бы так уверен в этом. Думаю, что дьявольская обезьяна, должно быть, рискнула выйти во внешний мир, чтобы попытаться найти способ починить сегмент высшего небесного клинка, чтобы затем использовать сокровище, чтобы вернуться в наш мир, возразил мужчина в малиновой мантии. Думаешь, обезьяна хочет восстановить высшее небесное сокровище? Она все еще думает, что мы находимся в мире высших дьяволов. Поистине могущественные существа этого мира не менее могущественны, чем святые патриархи нашего священного царства. Если бы это было не так, у нас просто не было выбора, а наш матриарх не рискнула бы повредить высшее небесное сокровище, чтобы открыть проход в этот мир и телепортировать нас сюда, холодно ответил мужчина в серебряной мантии. Нет смысла спорить. Я смогу узнать, кто уничтожил мой аватар, когда вернусь и использую секретную технику. Кроме того, в последнем сообщении, которое мой аватар передал мне, говорилось, что дочь Сюэ Би была поблизости, равнодушно сказал мужчина в лазурной мантии. Сюэ Ин тоже была там. Только не говори, что моя дочь способна уничтожить твой аватар, братья? Спросил человек в малиновой мантии с легкой улыбкой на лице. Она, естественно, не смогла бы совершить такой подвиг в одиночку, но если бы она объединила свои силы с тем дьявольским крокодилом, который только что достиг ранга святого, то шанс этого высок, ответил мужчина в лазурных одеждах, повернувшись к мужчине в красных одеждах рядом с ним. Что? Этот дьявольский крокодил достиг ранга святого. Одновременно воскликнули мужчина в малиновой и серебряной мантии. Нет нужды так удивляться, господа. Я уверен, что ваши подчиненные тоже скоро передадут вам эту новость, сказал мужчина в лазурной мантии с кривой улыбкой. Понятно, на лице мужчины в серебряной мантии появилось слегка мрачное выражение. Если это так, то все может стать немного более хлопотным. Этот дьявольский крокодил был любимым конем священного предка Минлуо, а священный предок Минлуо имел довольно близкие отношения с нашим священным предком. Таким образом, мы действительно мало что можем сделать этому дьявольскому крокодилу. Он всегда был чрезвычайно груб и непослушен, и теперь, когда он достиг ранга святого, его будет только труднее контролировать. Это не пойдет на пользу нашему управлению этими горными хребтами, мрачно вмешался мужчина в малиновой одежде. Нам ни о чем беспокоиться. Поскольку этот дьявольский крокодил уже достиг ранга святого, наш матриарх, естественно, не сможет продолжать игнорировать его. Все, что нам нужно сделать, это сообщить ей об этом, и нам больше не придется об этом беспокоиться, уверенно сказал мужчина в лазурной мантии. Ты прав. Пробуждение нашего священного предка неизбежно, так что это действительно осуществимый курс действий, одобрил мужчина в серебряной мантии, взмахнув бородой. Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Мужчина в малиновой мантии тоже не возражал. В этот момент человек в серебряной мантии внезапно сузил глаза и спросил: «Если подумать, мне действительно любопытно, наш священный предок скоро проснется, но один из вас развернул аватар, а другой отправил свою дочь. Что-то происходит в горных хребтах. Каковы ваши намерения, господа?» И мужчина в лазурном и в малиновом одеянии, услышав этот вопрос, слегка дрогнули, и они рефлекторно переглянулись. Затем мужчина в малиновой мантии усмехнулся в ответ. «Не нужно задавать вопрос, на который ты уже знаешь ответ, Дуо Янь. Разве ты не отправил своих подчиненных в горные хребты? Не говори мне, что ты этого не сделал не из-за бессмертной Зойси». Между тем мужчина в лазурной мантии хранил молчание с мрачным выражением лица. К их большому удивлению, человек в серебряной мантии был ошеломлен. Бессмертная Зойси. Что это?
Я послал своих подчиненных убить постороннего, убившего моего сына, чтобы я мог отомстить за него. Глава 1658. Цветочное дерево и священный предок. Человек в серебряной мантии, естественно, был никем иным, как тысячеглазым дьяволом ранга святого. После того, как Цзюй отправилась на поиски убийцы его сына, она была убита пещерным духом, которым овладел небесный дьявольский повелитель. После этого У Ци занял ее место и возглавил огромную орду дьявольских зверей, которым удалось перехватить Хань Ли и других, но они были разделены из-за того, что должны были преследовать 3 существ сразу. После этого Хань Ли смог использовать теневую марионетку, вызванную его талисманом первозданной брони, чтобы заманить У Ци и 2 его подчиненных в ловушку, тем самым позволив ему с легкостью убить троицу. Что касается всех других дьявольских зверей, то маленькое пятицветное чудовище привело их к входу, ведущему в золотые горные дьявольские хребты, где они готовили засаду для Хань Ли и остальных. Таким образом, несмотря на то, что Дуо Янь отправил многих своих подчиненных в горные хребты, он по-прежнему совершенно не обращал внимания на существование бессмертной Зойзи, поэтому он был так поражен словами человека в малиновой мантии. 2 других, естественно, были никем иным, как Ти Мо и Сюэ Би, которые тоже были дьявольскими зверями ранга святого. Дуо Янь явно не притворялся невежественным, так что теперь настала очередь Сюэ Би быть удивленным. Малиновый свет вспыхнул в его глазах, и он спросил торжественным голосом: «Твой сын был убит? Почему мы не слышали об этом, брат Дуо Янь?» Это какая-то гламурная новость, которую я должен рассказать всему миру. Кроме того, вы оба были очень заняты последние несколько дней, поэтому неудивительно, что вы не слышали об этом, ответил Дуо Янь насмешливым голосом, и его лицо значительно потемнело. Мои извинения, господин даосист, Сюэ Би немного неловко откашлялся. Если отложить все остальное, меня очень интересует эта бессмертная Зойзия, которую ты упомянул. Разве вы двое не собираетесь мне об этом рассказывать? Продолжил Дуэт Янь. Хе-хе, на самом деле это не слишком важный образ. Дух неба и земли ворвался в эти горные хребты несколько дней назад. Даже если мы не рассказали тебе об этом здесь, ты, скорее всего, уже слышал об этом. Тимо небрежно усмехнулся. А какое духовное существо могло так заинтересовать вас обоих, что вы даже используете своих аватаров и прямых потомков для его поиска? Вы можете продолжать пытаться держать меня в неведении, но неужели вы думаете, что я не смогу узнать все сам? Выражение Дуо Янь потемнело еще больше, и он резко хлопнул в ладоши дважды. Снаружи дворца вспыхнул черный свет, и в комнату вошел худой мужчина в зеленых доспехах. Он подошел к пожилому мужчине в серебряной мантии, прежде чем сложить кулак в почтительном приветствии. «У вас есть для меня какие-нибудь инструкции, мастер?» «Иди и немедленно исследуй духа, известного как бессмертная Зойсия. Узнай, что это такое и где он сейчас находится», — холодным голосом приказал Дуо Янь. «Да, мастер», — без колебаний ответил человек в зеленой броне, и он вылетел из ворот во вспышке черного света. Между тем, Ти Мо и Сюэ Би просто остались, глядя на них со стороны, а у Сюэ Би даже была улыбка на лице. Казалось, их совершенно не смущало то, что делал человек в серебряной мантии. Дуо Янь повернулся к своим товарищам, и выражение его лица потемнело еще больше при виде их слегка злорадной реакции. Холодно фыркнув, он продолжил: «Ладно, хватит об этой бессмертной Зойсии, давайте перейдем к основной теме. Несколько дней назад я получил известие о том, что в межпространственном коридоре, что мы уже запечатали, наблюдалась некоторая аномальная активность. Похоже, что существа из священного царства все еще не желают сдаваться и пытаются получить доступ к проходу. Межпространственный коридор? Разве наш священный предок не уничтожил его, используя высшее небесное сокровище? Как эти существа осмелились пытаться получить к нему доступ? Сюэ Би очень удивился, услышав это. «Ты не веришь моим словам, брат Сюэ Би?» — спросил Дуо Янь, бросив холодный взгляд на человека в малиновой мантии. «Межпространственный коридор — чрезвычайно важный вопрос, поэтому я не осмелюсь усомниться в твоих словах, брат Дуо Янь»,
смущенно ответил Сюэби. Если в священном царстве есть другие святые патриархи, и они также обладают высшими небесными сокровищами, тогда для них не будет невозможным снова открыть проход, размышлял Теймо, погладив себя по подбородку. Это невозможно. Если бы не тот факт, что мы были в ужасной ситуации и не имели другого выбора, наш священный предок не стал бы открывать проход за счет высшего небесного сокровища, потратив на это большую часть ее культивации. Даже если у других святых патриархов есть высшие небесные сокровища, зачем им приносить такую жертву без причины? Возразил Сюэби. Не спеши с выводами. Если на другой стороне есть два или более святых патриарха, и они по очереди используют высшее небесное сокровище, чтобы атаковать проход, возможно, они действительно смогут открыть это вместе с сокровищами и их уровнями культивации все в целости и сохранности, задумчиво произнес Дуо Янь. Услышав это, Сюэби и Тиимо запнулись, а затем их лица значительно потемнели. Итак, аномальная активность, обнаруживаемая в коридоре, все еще очень слабая, поэтому, даже если он снова откроется, это произойдет через много лет в будущем. Когда это время придет, наш священный предок будет решать, сражаться ли мы или бежать. Ее пробуждение неизбежно, так что у нас определенно достаточно времени, вздохнул Тиимо с кривой улыбкой на лице. Верно. Своими силами мы вообще не сможем изменить состояние прохода между мирами. Возможно, у нашего матриарха будет способ остановить это, оптимистично сказал Сюэби. Дуэт Янь погладил свою бороду, кивнув в ответ на его слова, и открыл рот, чтобы сказать что-то еще. Однако прямо в этот момент из массивных каменных ворот перед ними внезапно вырвался мерцающий свет, после чего на его поверхности непрерывно вспыхнули бесчисленные ярко-розовые руны. Наш святой предок пробудился. Воскликнул Сюэби при виде этого. Выражения удивления и восторга появились на лицах всех трех дьявольских зверей святого уровня, и все они выпрямились, глядя на каменные ворота. Свет, кружащийся над каменными воротами, наконец исчез примерно через 10 минут, и в то же время ярко-розовые руны на их поверхности также мгновенно потускнели и полностью исчезли. Все трое демонов святого уровня немигающим взглядом смотрели на каменные ворота, но в их глазах не было никакого нетерпения. Однако каменные ворота оставались совершенно тихими, и ничего необычного не произошло. Примерно через 2 часа каменные ворота со скрипом открылись сами по себе. Все три дьявола сразу же пошевелились, увидев это. Все трое уже здесь. Ваше усердие достойно похвалы. Войдите. С другой стороны ворот раздался небесный женский голос с неописуемо нежным и мягким тоном. За полуоткрытыми каменными воротами беспорядочно вспыхивал бескрайний розовый свет. «Поздравляю с пробуждением, священный предок. Мы сразу же зайдем, чтобы увидеть вас», — уважительно ответил Дуо Янь, протягивая поклон от имени всех трех демонов. После этого троица бок о бок двинулась к каменным воротам, и они с трудом сдерживали волнение. Как только они вышли на другую сторону, перед их глазами вспыхнул розовый свет, и они оказались в совершенно необычном пейзаже. Небо было ярко-синего цвета без единого облака, и пышная зелень простиралась так далеко, насколько могли видеть глаза, переходя на линию горизонта. Казалось, что это бесконечно обширное царство. На очень большом расстоянии на лугах росло массивное цветочное дерево высотой около 1000 футов. Дерево было полностью пурпурного цвета, а на его ветвях росли неузнаваемые розовые духовные цветы. Они казались огромными цветами лотоса, и каждый из них был сопоставим по размеру с большой чашей. У подножия дерева стояла белая человекоподобная фигура, которая была настолько красивой, что казалось, она даже не принадлежит этому миру. Массивное цветочное дерево, казалось, находилось очень далеко, и женщина была повернута спиной к трио, но одного лишь вида ее великолепного профиля было достаточно, чтобы полностью опьянить большинство мужчин. Все три дьявола в унисон поклонились женщине издалека. «Вы уже вошли, так почему бы вам не подойти ближе?» Женщина усмехнулась, грациозно подняв руку, сорвав большой розовый цветок, который был прямо над ее головой, и беззаботно бросила его за собой. Гигантский розовый цветок повернулся на месте и взорвался с глухим стуком, образовав вспышку розового света.
Розовый свет вспыхнул перед глазами 3 дьяволов, и их окрестности внезапно расплылись. В следующее мгновение они оказались менее чем в 100 футах от гигантского цветочного дерева. Все трое были довольно поражены таким развитием событий и поспешно поклонились еще раз с удивлением и восторгом, выгравированными на их лицах. Нет необходимости в формальностях. Вы все охраняете меня столько лет, поэтому я уверен, что вы знаете, что я не фанатка таких жестов. Женщина не обернулась, но ее голос был очень нежным и успокаивающим. Несмотря на то, что говорила женщина, 3 дьявола не осмелились пропустить какие-либо формальности и еще раз почтительно поклонились в унисон. Спасибо, священный предок. Поздравляю с возвращением на вершину своих возможностей. Я бы не сказала, что вернулся к пику своих способностей. Даже сейчас я восстановила лишь небольшую часть моей магической силы. Оставшуюся часть моего уровня культивации нельзя восстановить только с помощью сна и культивации. Мне приходится прибегать к помощи каких-то внешних элементов, покорно вздохнула женщина. Внешние предметы. Услышав это, 3 дьявола взглянули друг на друга. В самом деле, и это необычные предметы. Однако это мир духов не уступает нашему священному царству, так что у нас должен быть хороший шанс, что мы сможем найти эти предметы, пробормотала женщина себе под нос, но обеспокоенное выражение ее лица противоречило уверенности в ее словах. Скажи нам, что это за предметы, и пока они существуют в мире духов, мы обязательно их найдем, священный предок, поклялся Тимо, сложив кулак в почтительном приветствии. 2 других дьявола также присоединились, чтобы выразить свою преданность. Хе-хе, я ценю эту мысль, но это не наше священное царство. Даже если вы все существа ранга святого и низкоранговые существа мира духов не смогут определить вашу истинную личность, вас раскроют, если вы столкнетесь с существами вашего ранга культивации. В этом случае вы все будете в серьезной опасности, так как же вы найдете предметы, которые я ищу? Мне придется отправиться в путешествие лично, решила женщина после небольшой паузы. Вы собираетесь выйти лично? Вы не можете, священный предок. Ваши силы еще не полностью восстановлены. Что, если вы встретите существо своего ранга культивации? Пожалуйста, одумайтесь, священный предок. Все 3 дьявола были очень встревожены, услышав это, и сразу же попытались ее отговорить. Не волнуйтесь, есть ничтожно малый шанс, что я столкнусь с существом своего ранга в мире духов. Большинство существ моего ранга находится в уединении в своих пещерных резиденциях, усиленно культивируя, чтобы подготовиться к своим небесным трибуляциям. Кроме того, хотя я восстановила лишь небольшую часть моей магической силы, я все еще более чем способна сбежать, даже если мне придется столкнуться с существами моего ранга. Не так много существ, кто бы смог меня догнать, утешила женщина мягким голосом. Глава 1659. Клинок высшей небесной удачи. 3 дьявола уже знали, что она уже приняла решение, но все же умоляли ее пересмотреть свое решение. Здесь не о чем говорить. Если я не совершу это путешествие, мои раны никогда не будут полностью исцелены, и если мои враги из священного царства будут преследовать меня до самого этого мира, я буду совершенно бессильно противостоять. Вдобавок к этому я также оставлю на вас поручение, так что у вас не будет времени расслабиться, сказала женщина, решительно качнув головой. Пожалуйста, можете отдайте нам любые приказы, священный предок, поспешно ответил Дуо Янь. Услышав это, 2 других дьяволов тоже пошевелились. Во время моего сна проход между мирами не открывался. Внезапно спросила женщина. В течение многих лет с проходом ничего не происходило, но не так давно мы начали обнаруживать слабые колебания с другой стороны. Колебания очень незначительные, но кажется, что существа священного царства снова что-то пробуют, честно ответил Дуо Янь. Услышав это, и Тимо, и Сюэби тоже приняли торжественные выражения. Понятно. Если подумать, у них уже должно было быть достаточно времени, чтобы оправиться, так что имеет смысл только то, что они делают ход сейчас. Я собираюсь оставить вас 3 с техникой создания массивной формации заклинаний, которая может временно усилить границу между мирами примерно в 2 раза.
Таким образом, для существ на другой стороне станет довольно сложной задачей снова открыть проход. Однако для создания этого формации потребуется огромное количество рабочей силы и ресурсов, поэтому вы трое должны будете контролировать процесс, чтобы построить формацию как можно быстрее. Во время моего отсутствия вы можете сосредоточиться на этой задаче, спокойным голосом сказала женщина. Да, священный предок. 3 дьявола ответили в унисон. Внезапно эта мысль пришла в голову женщине, и она спросила: «А, кстати, не случилось ли что-нибудь срочное во время моего сна?» Обменявшись взглядами со своими 2 товарищами, Ти ему ответил: «За последние годы в этих горных хребтах произошло несколько примечательных событий, но большинство из них не заслуживают того, чтобы на них обращать внимание священный предок. Однако есть 2 вещи, о которых я должен вам сообщить». «А, тогда продолжай», — сказала женщина. После недолгого колебания Тиимо наконец набрался храбрости и сказал: «Перед тем, как погрузиться в сон, вы дали нам на попечение часть поврежденного клинка высшей небесной удачи, но он был украден дьявольской обезьяной ранга святого, которая затем сбежала с горных хребтов, поэтому мы не знаем, где сейчас находится сегмент клинка». Был украден кусок клинка высшей небесной удачи. Кто эта дьявольская обезьяна и как она появилась в этих горных хребтах? В нежном голосе женщины прозвучала легкая холодность. Эта дьявольская обезьяна, скорее всего, одна из наших преследователей, которую невольно отправили в этот мир, когда вы открыли проход между мирами. Ее уровень культивации ранга святого, но она очень хорошо спряталась, и мы не смогли найти ее в течение многих лет. Пока я отсутствовал, обезьяна внезапно напала и украла сегмент лезвия, который был в моей секретной комнате. Моя халатность привела к потере сокровища, и я готов принять наказание. Тиэма опустил голову, признавшись в своей ошибке. Женщина на мгновение помолчала, а затем небрежно усмехнулась. Хе-хе, когда клинок высшей небесной удачи уничтожен, он уже потерял большую часть своих сил, и с тех пор он был разделен на 3 части, так что даже я не буду в состоянии восстановить сокровище. Поскольку в любом случае восстановить его невозможно, нет ничего страшного в том, что один из его сегментов был потерян. А чем еще вы хотели бы мне сообщить? Тиимо вздохнул с облегчением, и было совершенно ясно, что с его плеч была снята огромная ноша, и он сказал: «Спасибо, что избавил меня от наказания, священный предок». Еще одна вещь: конь священного предка Минлоо, крокодил из черной бездны, недавно успешно перешел в ранг святого. Поэтому было бы неразумно продолжать позволять ему делать то, что ему заблагорассудится в горных хребтах. Что вы думаете по этому поводу, священный предок? А, значит, даже этот дьявольский крокодил стал существом ранга святого. Это приятный сюрприз. В таком случае мне нужен кто-то, кто выполнит для меня кое-какие поручения в моем предстоящем путешествии, поэтому я возьму его с собой. Женщина усмехнулась, услышав это. Ее смех был подобен небесной музыке, опьяняющий слух, и все 3 дьявола, естественно, кивнули, соглашаясь с этим предложением. Тогда какие сегменты клинка высшей небесной удачи, которыми мы владеем, осторожно спросил Сюэби. Эти вещи не очень полезны для меня, так что вы можете сохранить их как оружие для собственной защиты, ответила женщина, небрежно взмахнув рукой. Сюэби и До Ян пришли в восторг от ее слов, и оба сразу же выразили благодарность. Спасибо, священный предок. С этими сегментами клинка их мощность значительно возрастет. Тиимо, естественно, очень завидовал им, но внезапно ему в голову пришла мысль, и он поклонился, продолжая: «Кстати, священный предок, мы обнаружили в горных хребтах бессмертную Зоисию, существо, эквивалентное человекоподобному дьявольскому духу. Возможно, вас это заинтересует, священный предок. Существо, которое эквивалентное человекоподобному дьявольскому духу. Такое существо существует в наших горных хребтах. Оно было бы идеальным для культивации аватаров, и для его взращивания потребовалось бы огромное количество времени и усилий. Однако я не могу себе уделить слишком много времени, поэтому вы сами можете запечатать его и делать с ним, что хотите». Женщина была довольно удивлена, услышав это, но затем бескорыстно покачала головой. До Янь был несколько ошеломлен этим ответом, и в его глазах промелькнул намек восторга.
Тем временем Тиемо и Сюэби обменялись взглядами, словно собирались что-то сказать, но в конце концов воздержались от этого. «Хорошо, я только что проснулась, так что я собираюсь медитировать около месяца, прежде чем покину эти горные хребты. После этого вы трое сможете позаботиться обо всех делах в этих горных хребтах без необходимости сообщайте мне что-нибудь». Увидев, что все важное было обсуждено, женщина взмахнула рукавом, и на нее хлынул розовый свет. В следующее мгновение 3 дьявола почувствовали, как их окружение размывается, прежде чем они внезапно оказались за каменными воротами, как будто они даже не прошли через них. Для них это было довольно шокирующим событием. Несмотря на то, что наш священный предок не восстановил все свои силы, ее способности стали только более глубокими. Похоже, нам не придется беспокоиться о ней, когда она выйдет в мир духов, облегченно вздохнул Тиемо. В самом деле. Кроме того, наш священный предок уже принял решение, поэтому мы все равно не сможем ее отговорить. Все, что нам нужно сделать сейчас, это следовать ее приказам и делать то, что нам говорят, ответил Сюэби. Однако Дуо Янь слегка прищурились, и он сказал с фальшивой улыбкой на лице: «Итак, это бессмертная Зоисия — существо, эквивалентное человекоподобному дьявольскому духу. Неудивительно, что вы двое так заинтересованы в этом. Священный предок велел нам захватить сокровище и поступить с ним, как нам заблагорассудится, поэтому между нами будет соревнование, кто первым получит этот предмет. В таком случае мне пора». Сказав это, Дуо Янь немедленно сделал печать заклинания, не дожидаясь ответа от 2 своих товарищей. Пронесся порыв угольно-черных дьявольских ветров, и он внезапно исчез на месте. Этот старый ублюдок такой нетерпеливый. Тиемо усмехнулся. Хе-хе, брат Дуо Янь, должно быть, чувствует, что он уже проиграл в этой гонке, поэтому ему, естественно, нужно поторопиться. Однако тот факт, что мы не слышали никаких новостей о бессмертной Зоизии, указывает на то, что, скорее всего, она не была захвачена ни одним из наших подчиненных. Кроме того, твой аватар также был уничтожен не так давно, поэтому сокровище, скорее всего, попало в руки постороннего. Похоже, посторонние, которые отважились на эти горные хребты, необычные существа, сказал Сюэби медленным голосом, и в его глазах вспыхнул малиновый свет. Трудно сказать. Возможно, бессмертная Зоисия все еще на свободе и еще не попала в Челеба руки. В любом случае, для Дуо Янь, скорее всего, слишком поздно принимать меры и пытаться захватить ее сейчас. В конце концов, эти посторонние могут оставаться в наших горных хребтах только на месяц, и большинство из них уже не так далеко от выхода. Даже если мы с тобой будем участвовать, мы никак не сможем попасть туда. Если бы я знал, что это произойдет, я бы направил больше своих подчиненных на поиски сокровища, с сожалением размышлял Тиемо. Ха-ха, дело не в том, что ты не хотел использовать больше существ. Ты просто боялся, что это привлечет внимание меня и брата Дуо Яня, верно? Усмехнулся Сюэби. Ты можешь думать все, что хочешь, брат Сюэби. Я должен вернуться и дождаться дальнейших новостей о ситуации, так что мне тоже пора, ответил Тиемо с беспечной улыбкой и тоже быстро ушел из дворца. Сюэби долгое время бесстрастно смотрел на ворота дворца, прежде чем издать холодный смешок. Внезапно его тело вспыхнуло малиновым светом, и он расплавился, как свеча, превратившись в лужу малиновой жидкости, просочившейся в землю. Таким образом, дворец полностью опустел в мгновение ика. В другом месте Хань Ли превратился в едва заметную тень, скрываясь внутри невзрачного черного облака. Выход из золотых горных дьявольских хребтов находился в нескольких десятках километров, и он оценивал его своими духовными глазами. Так называемый выход на самом деле представлял собой не что иное, как участок пустого пространства длиной всего несколько километров. Если кто-то хотел покинуть золотые горные дьявольские хребты, он мог сделать только через это место. Все пространство казалось совершенно пустым, но с помощью своих глаз духовного прозрения Хань Ли мог видеть сотни серых теней и шары черной ци, скрывающиеся поблизости, скрытые от глаз. Хань Ли погладил подбородок, и на его лице появилось задумчивое выражение, и он внезапно перевернул руку, чтобы достать фиолетовый талисман. Он наложил талисман на свое тело, и облако пурпурного тумана пронеслось по воздуху с кружащимися рунами внутри.
После этого его тело внезапно растворилось в воздухе. Таким образом, Хань Ли выплыл из облаков и неторопливо полетел по воздуху. Он уже подтвердил, что поблизости нет существ ранга святого, поэтому он не беспокоился о том, что какой-нибудь дьявольский зверь сможет раскрыть его, и он поплыл прямо на открытом воздухе. Притаившиеся поблизости дьявольские звери ничего странного не обнаружили, и все они продолжали оставаться в засаде. Хань Ли был очень рад это видеть, и в считанные секунды он был всего в 1000 футах от выхода. Однако прямо в этот момент вспышка разноцветного света внезапно вырвалась из тела маленького пятицветного зверя без какого-либо предупреждения, и свет пронесся, охватив область радиусом более 10 000 футов. Хань Ли почувствовал прилив тепла по всему телу, после чего действие его талисмана невидимости внезапно прекратилось. Глава 1660. Покидая горные хребты. Таким образом, Хань Ли оказался полностью разоблаченным перед более чем сотней дьявольских зверей среднего и высокого уровня, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он не знал, что это за секретная техника этого разноцветного света, но он должен был быть совершенно необычным, чтобы свести на нет эффект его талисмана невидимости. Кроме того, как этот дьявольский зверь вообще узнал, что он рядом? Однако прежде чем Хань Ли смог еще раз задуматься над этим вопросом, произошло еще более неожиданное событие. В тот момент, когда его укрытие было раскрыто, лазурный свет вспыхнул на расстоянии нескольких сотен футов, вслед за этим из воздуха появилась еще одна знакомая стройная фигура. Он сфокусировал свой взгляд в том направлении и обнаружил, что это была Сюань-Сянь. Она также использовала какую-то высшую технику сокрытия, которая смогла обмануть его глаза духовного презрения. Однако, когда она подверглась воздействию всех этих дьявольских зверей, ее выражение лица также резко изменилось. Хань Ли был чрезвычайно шокирован этим развитием событий, и он сразу же сделал печать заклинания рукой, и позади него раздался громкий раскат грома, после чего на его спине появилась пара полупрозрачных крыльев. Сюань-Сянь также сумела быстро собраться, открыв рот, выпустила мерцающий серебряный талисман. Сразу после этого со всех сторон разразился громовой рев, и черная дьявольская ци вырвалась в небеса, сойдясь к центру. Свыше 100 дьявольских зверей среднего и высокого ранга вступили в бой одновременно, и их коллективная атака, естественно, была чрезвычайно мощной, настолько сильной, что даже существа на стадии интеграции тела определенно не захотели бы подвергнуться такой жестокой атаке. Хань Ли резко вдохнул, и, взмахнув крыльями, его тело взметнулось лазурно-белой нитью и растворилось в воздухе. Тем временем Сюань-Сянь наклеила серебряный талисман, который она только что вызвала, на свое тело, и она также внезапно исчезла во вспышке серебряного света. Дьявольская ци обрушилась со всех сторон, и в следующее мгновение снова появилась лазурно-белая нить. Сразу после этого Хань Ли появился перед выходом, который находился на расстоянии более 1000 футов, и бросил последний взгляд на маленького пятицветного зверя, а затем исчез у выхода. После этого Сюань-Сянь также снова появился перед выходом в очередной вспышке серебряного света. Она повернулась к дьявольским чудовищам позади нее с изящной улыбкой и тоже исчезла у выхода. Черная ци в воздухе над головой рассеялась, и появилось более 100 дьявольских зверей, уставившись друг на друга. Вспыхнула полоска пятицветного света, и пятицветный зверь предстал перед всеми своими товарищами с темным выражением лица. Мы позволили им уйти. Это мы виноваты в том, что мы так бесполезны. Дьявольский зверь, похожий на кабана, разочарованно проворчал. Выражения разочарования и стыда также появились на лицах всех других высокоранговых дьявольских зверей поблизости. Не будьте так строги к себе. Эти двое обладали чрезвычайно мощными методами маскировки, и даже мне удалось обнаружить только одного из них. Я понятия не имел, что в этом районе было еще одно существо. Значит, мы собираемся и дальше устраивать засаду на других? Спросил некий высокоранговый дьявольский зверь. Конечно. Даже если мы не поймаем нужных существ, мы не сможем просто вернуться с пустыми руками, ответил пятицветный зверь с кривой улыбкой. Все остальные дьявольские звери явно согласились с этим мнением и разошлись, спрятавшись в окрестностях. Хань Ли был окутан шаром серебряного света, и он летел по воздуху.
Бесчисленные дуги лазурного света падали на шар света, в котором он находился, и неподалеку от него был еще один шар серебристого света, который также медленно продвигался через море молний. Несколько часов спустя два серебряных шара появились на другой стороне царства молний, после чего серебряный свет погас, открыв пару гигантских серебряных зонтов. Под зонтиками, естественно, стояли никто иной, как Хань Ли и Сюань Сянь. Слава богу, мы выбрались оттуда. На этот раз я рисковала зря. Я не только не смогла получить эссенцию истинного Кирина, но и потратила много своей магической силы и сокровищ. Вдобавок к этому я также в огромном долгу перед вами, господин даосист Хань, вздохнула Сюань Сянь, глядя на Хань Ли. Не нужно сосредотачиваться на негативе, фея Сянь. Произошло столько неудач, и мы столкнулись с гораздо большим количеством дьявольских зверей высокого ранга, чем мы ожидали, поэтому нам очень повезло, что мы смогли остаться в живых, утешил Хань Ли, а облегченная улыбка появилась на его лице. Это правда. Учитывая такое количество дьявольских зверей высокого ранга, прячущихся возле выхода, скорее всего, мало существ смогут выйти живыми. В любом случае, это не наша забота. «Давайте убираться отсюда», — сказала Сюань Сянь, тяжело вздохнула, и она снова посмотрела на ограничение, из которого они только что вышли. Хань Ли, естественно, кивнул в знак согласия, и они двое быстро устремились в туман впереди. Примерно через 2 часа после их ухода из тумана внезапно вспыхнул белый свет с другого направления. Сразу после этого полоска пронзительного белого света вырвалась вперед, а затем исчезла, обнажив человекоподобную фигуру. Это был солидный старик в парчевой мантии с озабоченным выражением лица. Он поспешно смотрел свое окружение, прежде чем пробормотать себе под нос. Я был в отъезде менее чем на полдня, так что, конечно, мне не повезло, если я уже пропустил некоторых людей. Я собираюсь преподать этому сумасшедшему урок. Он прекрасно понимал, что у меня есть неотложное дело, но настоял на спарринге со мной, чтобы продемонстрировать свои новые способности. От встречи с ним нечего ждать чего-то хорошего. Пожилой мужчина разочарованно проворчал про себя. Это было существо стадии интеграции тела, и это был никто иной, как тот, кто предложил экстравагантную награду за бессмертную Зоисию. Он ждал здесь уже несколько дней и никогда бы не подумал, что действительно промахнулся за то короткое время, пока отсутствовал. Возможно, это был просто счастливый день Ханли, а может, старику отчаянно не повезло. После этого старик сделал печать заклинания, и его тело постепенно исчезло, растворившись в тумане. Ханли, естественно, не подозревал о том, что он невольно спас себя от кучи неприятностей. Вместо того, чтобы вернуться в город молниеносных облака, они прошли мимо него и продолжили путешествие через море тумана. Спустя полдня они наконец вышли из моря тумана, и, пролетев еще около месяца, на горизонте наконец-то появился величественный контур облачного города. Только после этого они двое временно остановились в воздухе. «Фея Сянь, я думаю, чтобы нас не заметили, мы должны разделиться и войти в город по отдельности», спокойно предложил Хань Ли. Сюань Сянь на мгновение задумалась над его словами и согласилась. В самом деле, брат Хань, мы, скорее всего, привлекли бы некоторое внимание, если бы вместе вошли в город. Сначала вы войдете в город, а я последую за вами через 15 минут. Что скажете? Нет проблем, согласился Хань Ли, быстро кивнув. Между прочим, вы можете отдать мне дьявольское ядро ранга святого, пока мы не разошлись. Чтобы починить костюм небесной дьявольской брони, мне нужно сначала использовать секретную технику, чтобы очистить дьявольское ядро. Если вы отдадите мне его прямо сейчас, я смогу отремонтировать броню как можно раньше, продолжила Сюань Сянь с улыбкой. Хань Ли улыбнулся в ответ и немедленно поднял руку, отправив нефритовую коробку прямо в Сюань Сянь. Намек на удивление промелькнул в глазах Сюань Сянь, и она подняла руку, приманив коробку в свои руки. Однако она не сразу сняла крышку. Вместо этого она на мгновение посмотрела на Хань Ли и внезапно расхохоталась. «Вы так легко отдали мне столь драгоценное сокровище, брат Хань». «Хе-хе, это не вопрос доверия. Просто я уверен, что ты достаточно умна, чтобы не делать глупости из-за простого дьявольского ядра ранга святого», ответил Хань Ли, равнодушно покачав головой.
В любом случае, будьте уверены, что я не предам вашего доверия, брат Хань. Вы можете прийти в мой магазин через полмесяца, и я буду ждать вас с отремонтированными небесными дьявольскими доспехами, с улыбкой сказала Сюань Сянь. Тогда я буду заранее благодарен тебе, фея Сиань. Хань Ли тоже улыбнулся, услышав это. Поболтав еще немного, Хань Ли сложил кулак в знак прощания и пошел вперед. Он поднялся в воздух полоской лазурного света и в мгновение ока исчез в облачном тумане наверху. Тем временем Сюань Сянь осталась стоять на месте, глядя в том направлении, куда ушел Хань Ли, по-видимому, о чем-то глубоко задумавшись. «Ты пытаешься подружиться с этим человеком». Из ее тела внезапно раздался голос. «Ты проснулась». Сюань Сянь была очень обрадована, услышав этот голос, и тут же провела рукавом по воздуху. Шар лазурного света мгновенно вырвался изнутри, превратившись в проекцию Кирина размером с кулак. Проекция покачала головой с кривой улыбкой, сказав: «Я заставила себя проснуться несколько дней назад, но я нахожусь в крайне истощенном состоянии после того, как помогла тебе использовать столько секретных техник, поэтому я отдыхала в тишине за последние несколько дней». Наша поездка на этот раз оказалась совершенно бесплодной. Не только дух пещеры был одержим небесным дьявольским повелителем, но даже существо той же природы, что и ты, прибыло, чтобы сорвать наши планы. Если бы не наша удача в некоторых критические моменты, мы действительно могли погибнуть там. Сюань Сянь покорно вздохнула. В самом деле, очень удачно, что этот Хань намного сильнее, чем мы ожидали. В противном случае мы действительно не смогли бы выйти из золотых горных дьявольских хребтов. Ты хочешь подружиться с ним, чтобы подготовиться к нашему следующему путешествию в пещеру истинных духов? Спросила проекция Кирина. В следующий раз настоящая пещера духов появится много лет спустя, и нет смысла думать о чем-то так далеком. Даже если я не приняла этого внимания, суть в том, что этот человек кажется не менее могущественен, чем существо ранга святой расы, поэтому, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы попытаться подружиться с ним, сказала Сюань Сянь с улыбкой. После минутного размышления проекция Кирина кивнула в ответ. Это правда. Такое удивительно мощное существо 7-го ранга высшей расы может оказаться мощным союзником в будущем. Я действительно очень разочарована тем, что мы потратили столько сокровищ и пошли на такой риск напрасно, мрачно вздохнула Сюань Сянь. Проекция Кирина долгое время молчала, а затем беспечно хихикнула. Хе-хе, тебе не нужно так расстраиваться. На данный момент ты не сможешь получить эссенцию истинного Кирина, но это не значит, что у меня нет других способов улучшить твое телосложение и помочь тебе достичь ранга святой. Сюань Сянь слегка дрогнула, услышав это, и на ее лице появилось экстатическое выражение, и она спросила: «Что? Ты знаешь, где находится вторая пещера истинных духов?» Хе-хе, это, естественно, невозможно, но вместо этого я знаю местоположение множества древних руин. Это было место, где в древние времена жил широко известный мастер обработки таблеток, загадочным голосом началась проекция Кирина, и Сюань Сянь внимательно выслушала ее рассказ.